Компания Mazda представила новый премиум-кроссовер CX-60, который стал первенцем семейства моделей на новой заднеприводной платформе и первым подзаряжаемым гибридом в истории компании Mazda. Но это далеко не все изменения, которые получила 60-ка. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о новейшем кроссовере CX-60, который готов бросить вызов большой немецкой тройке. На переход к новой заднеприводной платформе с длинным названием SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture в Mazda решили возвратиться после 23-летнего перерыва. Последний раз подобное сочетание применялось для седана 929 и минивэна Mazda MPV. Первой серийной моделью на этой тележке как раз стал кроссовер Mazda CX-60. Продольное расположение двигателя и постоянный полный привод – не единственные технические новшества. Mazda отказалась от переднеприводной подвески типа Макферсон в пользу двухрычажки, сохранив многорычажную конструкцию сзади. Подвеска может быть только пружинной. Mazda CX-60 штатно имеет электронную систему KPC – Kinematic Post Control. Она позволяет уменьшать крены в поворотах, подтормаживая внутреннее и заднее колесо. Фактически это программная надстройка штатной системы стабилизации. Электроника вычисляет разницу в скорости вращения левого и правого колес и с учетом скорости движения машины выбирает степень подтормаживания нужного колеса. По габаритам новинка является одноклассником таких моделей, как Mercedes-Benz GLC, BMW X3 или Jaguar F-Pace. Длина 4745 мм, ширина 1890 мм, а высота 1670 мм. Расстояние между осями составляет 2870 мм. Объем багажника 570 литров. При максимальной загрузке 1720 литров. Спинка заднего дивана разделена на три части в пропорции 40-20/40. Вес автомобиля составляет 2 тонны 100 кг. Если сравнить габариты новинки с кроссоверами Mazda, то CX-60 располагается между CX-5 и CX-9. Внешность 60-ки создавалась в соответствии с фирменным языком дизайна Kodo. У кроссовера длинный капот и передний свес, сравнительно небольшие фары, а также крупная фирменная радиаторная решетка, визуально пронзенная L-образными светодиодными полосками дневных ходовых огней. В качестве базовых предлагаются 18-дюймовые колесные диски, а опционально доступны 20-дюймовые. Салон CX-60 выделяется отделочными материалами и напоминает современные модели Volvo и компактный электрокроссовер Mazda MX-30. Компания Mazda не только удачно сочетает металлические и деревянные вставки, но и экспериментирует с необычной прострочкой на передней панели, а также использует ткань в нестандартных местах. У топ-версии кресло обшито перфорированной кожей Nappa, а селектор трансмиссии теперь не фиксируемый. Цифровая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы имеет одинаковую диагональ – 12,3 дюйма. Предусмотрены камеры кругового обзора, проекционный дисплей, премиум акустика Bose с шумоподавлением, вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль с распознанием дорожных знаков, система автоторможения и помощник при спуске. Кроме того, CX-60 получил систему персонализации. Она включает в себя камеру для определения положения глаз водителя и запоминания данных для автоматической регулировки кресла и боковых зеркал в заданное положение. Кроссовер CX-60 стал первым подзаряжаемым гибридом в истории компании Mazda и самой мощной дорожной Маздой в истории. В Европе 60-ка будет предложена с 3 вариантами начинок. Топовая версия с силовой установкой и SkyActiv включает уже знакомый 4-цилиндровый атмосферник SkyActiv G объемом 2,5 литра на 192 лошадиные силы, а в новый 8-ступенчатый автомат встроен электромотор мощностью 136 лошадиных сил. Пиковая отдача системы составляет 327 лошадиных сил и 500 ньютон-метров. Система полного привода и Active AWD довольно необычная. Здесь нет муфты, подключающей вторую ось.
Привод постоянный полный. Гибрид оснащается тяговой батареей емкостью 17,8 кВт-час, которая расположена под полом салона. Полного заряда должно хватить на 63 км пробега в электрическом режиме при условии, что скорость не превысит 100 км в час. Паспортный расход топлива в гибридном режиме всего 1,5 литра на 100 км. С полной отдачей такой кроссовер может разгоняться до сотни за 5,8 секунды. Помимо чисто электрического есть еще 4 ездовых режима: Normal, Sport, Off-Road и Towing. Позже Mazda CX-60 получит рядные 6-цилиндровые моторы, разработка которых почти завершена. Это 3-литровый бензиновый двигатель eSkyActiv X и турбодизель SkyActiv D объемом 3,3 литра. Они оснащаются 48-вольтовым стартер-генератором и агрегатируются с тем же 8-ступенчатым автоматом. Характеристики в компании пока не озвучивают, но сообщается, что помимо полного привода появится возможность выбрать задний привод. Основными рынками для премиум кроссовера станут Япония и Европа. Серийное производство подключаемых версий CX-60 планируют запустить в следующем месяце. Кроссовер с дизелем станет на конвейер в конце года, а вариант с бензиновым ДВС появится не раньше 2023 года. Цены уже объявлены. В Германии гибрид будет предложен в 4 комплектациях. От 47 390 евро за исполнение Prime Line с 18-дюймовыми колесами и черным пластиковым обвесом. Комплектация Exclusive Line стоимостью от 49 090 евро внешне отличается решеткой радиатора и 19-дюймовыми дисками. Из опций добавляется проекционный дисплей, обогрев руля, сидений водителя и переднего пассажира, бесключевой доступ, а также передние датчики парковки и камера заднего вида. Исполнение Homura стоит от 57 390 евро. Она отличается другими бамперами, черными элементами декора и черными колесными дисками. Внутри черный кожаный салон и атмосферная подсветка. Топовая комплектация Takumi стоимостью от 58 890 евро отличается белой кожей Nappa и деревянными вставками из натурального клена. В дальнейшем на европейские и японские рынки выйдет 7-местный кроссовер CX-80. А преимущественно на американский рынок будет ориентирован двухрядный паркетник CX-70 и трехрядный CX-90. Друзья, напомню, что на случай блокировки YouTube я создал канал в Телеграме и на Яндекс.Дзен, в котором я дублирую контент и добавляю другие новости. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии.